Хадис под номером 341. Сообщается, что Абдуррахман ибн Абза сказал: Аммар сказал Умару: «Я катался по песку, после пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал: тебе достаточно было протереть себе лицо и кисти рук». Хадис под номером 342. Ибн Абдуррахман ибн Абза передал со слов Абдуррахмана о том, что он сказал: «Я был свидетелем того, как Аммар сказал Умару». И далее он передал этот хадис. Смотреть также хадисы под номерами 338, 339, 340, 341, 343, 345, 346 и 347. Хадис под номером 343. Ибн Абдуррахман ибн Абза передал со слов своего отца, Абдуррахмана, о том, что он сказал. Аммар сказал: «И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, легко ударил ладонью о землю и протер себе лицо и кисти рук». Глава. Чистая земля может заменить мусульманину воду. Аль-Хасан аль-Басри сказал: ему достаточно таяммума, пока у него не нарушится омовение. Ибн Аббас возглавлял людей в молитве в качестве имама, совершив таяммум. А Яхья ибн Саид аль-Ансари сказал: нет ничего плохого в совершении молитвы на саланчаке и совершении таяммума им. Хадис под номером 344. Сообщается, что Имран ибн Хусайн аль-Хузаи, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды, находясь в пути вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, мы передвигались ночью, пока в конце ее не достигли одного места, где упали на землю от усталости. И нет для путника ничего слаще этого. И мы заснули так крепко, что разбудила нас только жара, так как уже поднялось солнце. Первым проснулся такой-то, потом такой-то, потом такой-то. А четвертым был Умар ибн аль-Хаттаб. Что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то когда он засыпал, мы не будили его, а ожидали, пока он не проснется сам, поскольку мы не знали, что происходит с ним во сне. Когда Умар, который был выносливым человеком, проснулся и увидел, что происходит с людьми, он громко закричал: «Аллах велик!» и продолжал кричать до тех пор, пока от его крика не проснулся пророк, да благословит его Аллах и приветствует, которому люди стали жаловаться на то, что их постигло. Он сказал: «Не беда», или «Это не повредит вам. Отправляйтесь», и они двинулись в путь. Проехав совсем немного, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спешился, велел принести себе воды и совершил омовение, после чего прозвучал призыв к молитве, и он совершил молитву вместе с людьми. Завершив молитву, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел в стороне одного человека, который не молился вместе со всеми остальными, и спросил его: «О такой-то, что помешало тебе совершить молитву вместе с людьми?» Тот ответил: «Я осквернился, а воды у меня нет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В таком случае тебе следует использовать чистую землю, и этого будет для тебя достаточно». После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, двинулся в путь, а через некоторое время люди стали жаловаться ему на то, что их мучает жажда. Тогда он спешился, подозвал к себе одного человека, и Али, да будет доволен им Аллах, которым велел: «Отправляйтесь на поиски воды». Они двинулись в путь, и спустя немного времени повстречали какую-то женщину, сидевшую на своем верблюде, между двумя навьюченными на него бурдюками с водой, и спросили ее: «Откуда эта вода?» Она ответила: «Я была у воды вчера в такое же время, и наши люди едут следом за мной». Тогда они сказали ей: «Поезжай». А на ее вопрос «Куда?»
Ответили: к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Женщина спросила: к тому, кого называют отступником Сабий? Они ответили: да, это тот, кого ты имеешь в виду. Так отправляйся же. И они привели ее к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, которому рассказали обо всем. Передатчик этого хадиса сказал: и ей помогли спуститься с верблюда. А потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел принести ему сосуд и налил в него воды из верхних отверстий бурдюков. Затем он завязал верхние отверстия этих бурдюков и открыл нижние, после чего людям было сказано: «Поите животных и набирайте воду для себя». И одни стали поить животных, другие набрали воду для себя. А под конец пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал сосуд с водой осквернившемуся и велел ему: «Иди и облейся». Что же касается женщины, то она стояла и наблюдала за тем, что происходит с ее водой. И клянусь Аллахом, когда мы перестали брать у нее воду, нам показалось, что в бурдюках ее стало больше, чем прежде. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, велел: соберите для нее что-нибудь. Люди собрали для нее финики, муку и савик и сложили всю эту еду в расстеленную на земле одежду, а затем ее подсадили на верблюда и положили перед ней тюк с едой. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: «Знай, что из-за нас у тебя воды меньше не стало, ибо это Аллах напоил нас». После этой задержки женщина вернулась к своим родным, и они спросили: «Что задержало тебя, о такая-то?» Она ответила: «Нечто удивительное. В пути меня повстречали двое, отвели к тому, кого называют отступником, и он сделал то-то и то-то. И поистине, он либо величайший колдун из живущих между тем и этим». И она подняла средний и указательный пальцы к небу, желая сказать, что имеет в виду небеса и землю, либо истинный посланник Аллаха. А после этого мусульмане стали совершать набеги на живших поблизости от нее многобожников, но обходили стороной ее селение. И однажды она сказала своим соплеменникам: «Я думаю, что эти люди не трогают вас не случайно. Так, может быть, у вас есть желание принять ислам?» И они послушались ее и приняли ислам. Глава. Если человек в состоянии осквернения боится за себя, что может заболеть или умереть, или испытывать жажду, то он совершает таяммум. Хадис под номером 345. Сообщается, что Абу Ваиль сказал: «Однажды Абу Муса спросил Абдуллу ибн Масуда: если человек, который в состоянии полового осквернения, джунуб, не находит воду, он не молится?» Абдуллах ибн Масуд ответил: «Если бы я позволил им это, то кто-нибудь из них, почувствовав холод, и он сказал: вот так, имея в виду совершение таяммума, и стал бы молиться». Абу Муса сказал: «Я спросил: а что ты будешь делать со словами Аммара, с которыми он обратился к Умару?» Абдуллах ибн Масуд сказал: «Поистине, я не думаю, что Умар удовлетворился словами Аммара». Хадис под номером 346. Сообщается, что Аль-Амаш сказал: «Я слышал, как Шакык ибн Саляма сказал: однажды я находился возле Абдуллы ибн Масуда и Абу Мусы аль-Аш'ари, и Абу Муса сказал ибн Масуду: «О Абу Абдуррахман, что ты скажешь о человеке, который сквернился и не находит воду? Как ему следует поступить?» Абдуллах ответил: «Он не совершает молитву, пока не находит воду». Абу Муса спросил: «А что ты будешь делать со словами Аммара, которому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тебе было достаточно протереть руки и лицо один раз, а не валяться в песке?»
Ибн Масуд сказал: «А разве ты не знаешь, что Умар не удовлетворился этим рассказом Аммара?» Абу Муса сказал: «Хорошо, оставим слова Аммара, но что мы будем делать с этим аятом?» Тогда Абдуллах ибн Масуд не знал, что ответить, и сказал: «Если мы им облегчим в этом, то будет вероятность того, что если у кого-то из них вода станет холодной, он будет оставлять ее и совершать таяммум». Хадис под номером 348. Передается слов Имрана ибн Хусайна аль-Хузаи о том, что однажды, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел удалившегося от людей человека и не совершающего с ним молитву, он сказал ему: «О такой-то, что тебе помешало помолиться с людьми?» Тот сказал: «О посланник Аллаха, меня постигло осквернение, а воды нет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тебе следует очиститься землей, ибо тебе его будет достаточно». Книга 8. Книга молитвы. Глава о том, как во время ночного путешествия было предписано совершать молитву. Ибн Аббас рассказал мне Абу Суфьян в хадисе об Ираклии, и он сказал: «Он, то есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, верит нам молиться, говорить правду и быть добродетельными». Хадис под номером 349. Передается слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о том, что Абу Зар, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда я находился в Мекке, кровля моего дома раскрылась, и сверху спустился Джибрил, который открыл мне грудь и омыл ее изнутри водой Замзама. Затем он принес золотой таз, наполненный мудростью и верой, вылил ее содержимое мне в грудь и закрыл ее, а затем взял меня за руку и вознесся со мной к низшему небу. Когда я достиг низшего неба, Джибрил сказал хранителю его врат: «Открывай». Хранитель спросил: «Кто это?» Джибрил ответил: «Это Джибрил». Хранитель спросил: «Есть ли с тобой кто-нибудь?» Джибрил ответил: «Да, со мной Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует». Хранитель спросил: «За ним посылали?» Джибрил сказал: «Да». После того, как он открыл врата, мы поднялись на низшее небо и увидели сидящего человека, справа и слева от которого находилось множество людей. И когда этот человек смотрел направо, он смеялся, а когда смотрел налево, плакал. Увидев меня, он сказал: «Добро пожаловать праведному пророку и праведному сыну». Я спросил Джибрила: «Кто это?» Он ответил: «Это Адам, а множество людей, стоящих справа и слева от него, это души его потомков. Стоящие справа попадут в рай, а стоящие слева окажутся в аду». И поэтому он смеется, когда смотрит направо, и плачет, когда смотрит налево. Затем он вознесся со мной ко второму небу и сказал хранителю его врат: «Открывай». Этот хранитель сказал ему то же самое, что и хранитель врат нижнего неба, и открыл врата. Анас сказал: и Абу Зар упомянул, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встретил на разных небесах Адама, Идриса, Мусу, Ису и Ибрахима. Да благословит их Аллах, не упомянув о том, где именно они находились, и сказав только, что он встретил Адама на нижнем небе, а Ибрахима на шестом. Анас сказал: когда Джибрил с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, проходили мимо Идриса, Идрис сказал: «Добро пожаловать праведному пророку и праведному брату». Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я спросил, кто это?» Джибрил ответил: «Это Идрис». Потом я прошел мимо Мусы, который сказал: «Добро пожаловать праведному пророку и праведному брату». Я спросил: «Кто это?» Джибрил ответил: «Это Муса». Потом я прошел мимо Исы, который сказал: «Добро пожаловать праведному брату и праведному пророку». Я спросил: «Кто это?» Джибрил ответил: «Это Иса». Затем я прошел мимо Ибрагима, который сказал: «Добро пожаловать праведному пророку и праведному сыну». Я спросил: «Кто это?» Джибрил ответил: «Это Ибрагим, да благословит его Аллах и приветствует». Ибн Шихаб сообщил, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, и Абу Хабба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, передавали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А затем Джибрил вознесся со мной так высоко, что я услышал скрип перьев». Ибн Хазм и Анас ибн Малик передали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И Аллах вменил в обязанность членам моей общины совершение 50 молитв ежедневно. А когда на обратном пути с этим велением я проходил мимо Мусы, он спросил: какие обязанности Аллах возложил через себя на членов твоей общины?» Я ответил: он обязал их совершать ежедневно, по 50 молитв. Муса сказал: «Возвращайся к твоему Господу, ибо, поистине, община твоя не вынесет этого». Я снова обратился к нему, и он уменьшил это количество наполовину. А потом я вернулся к Мусе и сказал ему: он уменьшил это количество наполовину. Муса сказал: «Обратись к твоему Господу снова, ибо поистине община твоя не вынесет этого». Я снова обратился к нему, и он уменьшил это количество наполовину. А потом я вернулся к Мусе. Он сказал: «Возвращайся к твоему Господу снова, ибо поистине община твоя не вынесет этого». И я снова обратился к Аллаху, который сказал: «В мире дольнем будет 5, а здесь 50, ибо слово мое неизменно». И я вернулся к Мусе, который сказал: «Обратись к твоему Господу». Однако я сказал: «Мне стыдно перед моим Господом». Потом Джибрил повел меня дальше, приведя к лотосу крайнего предела, цвета которого не поддаются описанию. А потом я был введен в рай, где увидел ожерелье из жемчуга и землю из мускуса. Хадис под номером 350. Сообщается, что мать правоверных Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда Аллах вменил молитву в обязанность, Он вменил в обязанность молитву из 2 ракатов, независимо от того, совершается ли она там, где человек живет постоянно, или в пути. Впоследствии же молитва, совершаемая в пути, была оставлена неизменной, а молитва, совершаемая на постоянном месте жительства, была увеличена.